Друзья, всем привет! После длительного перерыва у меня наконец-то дошли руки до авося. И сегодня мы соберем корму, приклеим топ-тимберсы и уже приклеим палубу вместе с внутренней обшивкой фальшбортов. Ну а пока по инструкции собираем корму и вместе с верхней частью килевой рамки вклеиваем в уже собранный болван корпуса. На корме с некоторых деталей я сниму малку уже после установки на корпус. Детали перед склейкой всегда надо проверять на сходимость на сухую, то есть без клея. Мне пришлось немного откусить шипы, так как они не до конца заходили в паз из-за оставшегося в них клея. Дальше соберем фальшборд носа и вклеим бортовые топ-тимберсы. С внутренней стороны фальшборта необходимо будет снять малку. Это можно сделать двумя способами. Спилить сразу, предварительно разметив линию малки карандашом, или уже прямо на модели срезать ее полукруглой стамеской. Склеил я пакет и увидел, что шипы не входят в свои пазы. Фанера может менять свою толщину от влажности, а также разные партии могут иметь разную толщину. Толщина пирога где-то на миллиметр больше, чем надо. Это не беда, срежу частично шипы, а потом просто доработаю фальшборд напильником.
Первый топ Timbers тоже не встает на свое место из-за носового фальшборта. Его надо подрезать. Все топ-тимберсы вклеены, и можно теперь исправить фальшборд в носу. Здесь видно, что с внутренней стороны фальшборта получилась большая ступенька. Я ее сглажу вклейкой кусочка шпона и доведу шкуркой. Зашкурил левый борт шкуркой на 80 грит. Все ступеньки убрались. Правый борт еще не шкурил, чтобы была видна разница. В носу с наружной стороны есть небольшой провал, причем и на правом, и на левом борту. Можно это место зашпаклевать или оставить так, яма небольшая, и после приклейки обшивки ее видно не будет. Приложив рейку к фальшборту, сразу видно, насколько большая ступенька. Исправлю это место кусочком шпона. Геометрия получилась не идеальная, но на этом можно остановиться. Дальше можно вклеить палубу, но перед этим ее необходимо подготовить. В места установки люков вклеиваются комингсы. По инструкции они должны быть ниже палубы на 0,4 мм. У меня ступенька получилась меньше, но думаю, этого хватит, чтобы спозиционировать люк. Палубу я сразу покрою маслом, но чтобы она имела небольшой блеск, ее необходимо отполировать. Здесь видно, что поверхность после шкурки не дает блеска. Это видно по отражению света.
Нижнюю же часть я отполировал вулканитовым диском для бормашинки. Это по сути резина с наполнителем из абразива. На камеру эффект полировки виден мало, но если смотреть на палубу сбоку, можно увидеть отражение. Дальше я покрыл палубу тиковым маслом в 2 слоя. Так как палуба отполированная, масло впитывается деревом меньше, и после нанесения масло необходимо вытирать тряпкой насухо, иначе блеск будет неравномерный. Результатом я остался доволен, и этот метод мне нравится больше, чем покрытие из щелака, которое я делал на Фениксе. Палуба приклеивается на ПВА и фиксируется по краям гвоздями. Пока сохнет клей, вклею некоторые детали на корме. Детали надо подгонять по ширине, в свои пазы они не влезают. Ну вот, палуба приклеилась, и я сразу залепил ее малярным скотчем, чтобы не уделать при приклейке обшивки бортов. Левый борт я уже приклеил, все сходится отлично. Единственное, пришлось немного подрезать обшивку на корме, где-то 0,2 мм. В носу обшивку можно немного намочить водой, чтобы легче гнулась. Прихватываем обшивку прищепкой и смотрим сходимость с пушечными портами. Они должны четко совпадать.
Видно, что обшивка немного выпирает в носу, и пушечные порта съехали в нос. Соответственно, обшивку надо немного срезать в корме. Я отрезал где-то 0,2 мм, и результат уже лучше. Между палубой и обшивкой имеется щель, она потом закроется ватервейсом. Плоскость под планшерь выводится бруском, который опирается на оба борта. Топ-тимберсы в местах пушечных портов и весельных портов я заделаю грушевыми вставками, чтобы не выделялись. Результат с пушечными портами я покажу уже в следующей серии. Надеюсь, этой осенью видео по авосе будет выходить чаще. Ну а тем, кто хочет поддержать канал материально, я оставлю под видео ссылку на электронный кошелек. Вообще идей для новых видео очень много, но отсутствие свободного времени пока не позволяет все это реализовать. Всем пока и до новых встреч!